Привет, я Дарина, и я живу в Испании. И сегодняшняя тема будет скорее более интересна для женской половины моих зрителей об испанских мужчинах. И после моего видео вы уже можете сделать свой собственный вывод, смогли бы вы построить отношения с испанцем или категорически для вас это нет. В любом случае нужно быть готовым, что не только испанцы, но и мужчины любой другой страны имеют различия в менталитете, воспитании и ценностях, и могут возникнуть проблемы в взаимоотношениях. Если вы, возможно, никогда не были в Испании, но мечтаете познакомиться с представителем сильной половины этой страны, как бы вы себе представили испанского мачо? Я скажу честно, я мало имела представления об испанцах в общем. Находясь в России, наверное, в голове возникал образ такого высокого, брутального, кореглазого брюнета. И в основном я ассоциировала с такими известными актерами, как Антонио Бандерас и Марио Касас, который мне в свое время очень понравился после фильма «3 метра над уровнем моря». Но теперь я живу в Испании и могу сделать выводы уже не понаслышке, так ли это на самом деле, как я себе представляла. Я сразу предупреждаю, что это мое мнение, основанное на личном опыте общения, и немного информации я подслушала от других девочек. Я ни в коем случае не обобщаю, и каждый случай индивидуальный и исключительный. Начну с того, где же познакомиться с испанцем. В Испании, как мне показалось, не принято знакомиться на улице или в кафе. Они могут смотреть на тебя, мило улыбаться или произнести вслед что-то наподобие «гуапа». Это в переводе означает «красивая» или «красавица». Так что для того, чтобы познакомиться с испанцем, отлично подходит компания общих знакомых. Если же таких нет, то это могут быть дискотеки, либо сайты знакомств. Здесь они очень популярны и ими активно пользуются. Хотя, как по мне, два последних способа не самые удачные, и я так думаю, что мало шансов познакомиться с приличным и серьезным мужчиной там. Какие же общие характеристики есть у испанцев? Внешне они все совершенно разные. В основном все они высокого роста, где-то в пределах 170-175 сантиметров. Встречаются очень часто светлоглазые, с голубыми и зелеными глазами, особенно в Каталонии. В общении очень легкие. У мужчин-испанцев отличное чувство юмора, и можно легко найти общий язык. Даже, наверное, быстрее, чем с испанками. Как мне показалось, что они не пускают в свое окружение и держатся как-то настороженно. Мужчины же наоборот. Поэтому я воспринимаю испанца как такую подружку, с которой можно посмеяться, поболтать обо всем на свете, без всяких предрассудков. Они обязательно выслушают с интересом, поддержат любой разговор. Мужчины очень чувствительные здесь, иногда даже чересчур сентиментальные. И из-за этого определение матча как-то уже само собой не к месту. Ходит мнение, что если идешь в ресторан с испанцем, готовься к тому, что счет ты будешь оплачивать с ним напополам. По моему опыту я с этим никогда не сталкивалась, всегда оплачивал мужчину, который приглашал. Но на всякий случай, собираясь на подобное свидание, я всегда была готова оплатить за себя сама. Не знаю, возможно, так говорят скорее о студентах, которые достаточно долго здесь живут за счет родителей, и у них нет собственного заработка. Не знаю. Говоря о типичном мужчине-испанце, будучи очень тактильными, они не упустят возможности лишний раз подержать тебя за руку или приобнять. Мужчины очень привязаны
к своему родительскому дому. Они очень ценят семейные традиции. По отношению к своим детям трепетные и заботливые отцы. Им они будут посвящать все свое свободное время, играть и гулять с ними. Часто можно увидеть в будний день такую картину, когда по торговому центру прогуливаются не мамочки с колясками, как у нас в России, а два бабочки, и в то время, когда их жены находятся на работе. И это абсолютно нормально, потому что мужчины могут находиться 3 месяца в декрете по уходу за ребенком, так же, как и женщины. Во время общения я поняла, что абсолютно каждый мужчина умеет и любит готовить. И, конечно же, я обратила внимание, что испанцы не исключение, и их очень привлекает славянская внешность, ухоженность и женственность наших женщин. Но при всем при этом в отношении семейного уклада здесь могут возникнуть серьезные противоречия, так как мы привыкли, что за каждым нашим успешным мужчиной стоит его счастливая жена, которая занимается воспитанием детей, и мужчина в это время опекает и заботится о благосостоянии дома. И если женщина работает, она работает не для того, чтобы обеспечить семью, а для того, чтобы быть еще красивее и ухоженней. Безусловно, в каждой семье и в России все индивидуально, но общая картина семьи у нас именно такая. Здесь же все не так, и женщина будет вкладываться в общий бюджет абсолютно наравне с мужчиной. Идеально для среднестатистического испанца женщина независимая и работающая. И один из первых вопросов, который он тебе задаст на первой встрече: а кем ты работаешь? Также тут не принято, что мужчина поможет донести женщине тяжелую сумку, если это не его женщина, и не поможет с чемоданами в аэропорту, в отличие от наших русских мужчин, которые абсолютно все и всегда готовы тебе прийти на помощь. Здесь не дарят женщине цветы. Это считается лишняя трата денег. Кстати, сами женщины тоже так считают. И все перечисленное ассоциируется у общества с мачизмом, с которым они активно здесь борются. Очевидно, что многим нашим женщинам будет непросто смириться с такими обычаями, поэтому изначально даже не настраивайте себя и не мечтайте встретить щедрого принца среди испанцев. Испанцы не карьеристы. Они могут всю жизнь проработать на одной должности и никак не стремиться подняться по карьерной лестнице или в свободное время поработать где-то еще во благо семьи. Такого нету. Кто на что учился, будет заниматься этим всю свою жизнь. В плане семьи, как мне показалось, мужчина очень поздно начинает осознавать ценность семейной жизни. И в 40 с небольшим это в большинстве случаев еще как мальчики, которые ищут приключения. И если в этом возрасте они женятся, то в 50 вы встретите уже разведенного мужчину, у которого есть двое-трое детей. И его бывшая при всем при этом оставила его без всего, что у него было до и совместно нажитого. Потому что законы в Испании всегда на стороне женщины. И испанец начинает все заново с чистого листа, но уже при этом имея детей, и активно помогает своей бывшей жене с их воспитанием. Они распределяют обязанности, то есть неделю он с детьми и неделю его жена. И таких историй я слышала очень много. Но при всем, что я сейчас рассказала, есть очень один большой серьезный плюс. Даже два плюса. Это то, что женщине после 50 лет совершенно не стоит беспокоиться о своем возрасте. И даже старше она всегда найдет себе достаточно поклонников.
И даже наоборот, в более пожилом возрасте очень многие пары начинают заново романтические отношения и уже осознанные семьи. Я часто вижу такие пары, прогуливающиеся за ручку, сидящие в ресторане в обнимку, целующиеся и наслаждающиеся друг другом. И второй плюс мужчина-испанец, когда влюблен, он окружает свою женщину своей заботой, многочисленными ласковыми словами, такими как «кариньо», «милая», «ми амор», «моя любовь», «сьело», «небеса» и комплиментами, всегда приготовит покушать и всегда вас выслушает. Так что делайте выводы и расскажите, если бы для вас подошла такая модель равенства полов, в том числе в отношениях, как в Испании. И на этом мое видео заканчивается. До следующих встреч. Пока!